Дорогие друзья, наши подписчики и просто хорошие люди, любители ретро-мототехники, мы вас приветствуем! И нынешний наш рассказ о трицикле, об итальянском трицикле, о трицикле Moto Guzzi. Ага, вы уже понимаете, что это будет особое блюдо. Battaglioni del Duce, battaglioni della morte creati per la vita, a primavera s'apre la partita, i continenti fanno fiamme e fiori. Нынешний наш рассказ о Moto Guzzi ER. Конечно же, не итальянцы изобрели и придумали трицикл, но именно итальянцы довели это мототранспортное средство до совершенства. У нас в коллекции, ныряйте по ссылке, практически все итальянские трициклы компании Moto Guzzi, Benelli и других. Пожалуй, это самый известный трицикл всех времен и народов. Почему? Да потому что даже после Второй мировой войны под именем Ercolini он производился и производится до сих пор. Судите сами. Стоит дешево 3 колеса, а везет за собой тонну груза. Но вернемся в военное время. Видите? Корпус противовоздушной обороны. И этот трицикл с его мощной рамой, с его грузоподъемностью в 1000 килограммов был пожарной машиной и использовался корпусом противовоздушной обороны Итальянской Республики для тушения пожаров во всех крупных итальянских городах, которые были подвергнуты варварским бомбардировкам, когда англосаксы бомбили даже не военные объекты, а простые мирные жители гибли в пепле пожарищ. И вот на этих рукавицах до сих пор пепел сгоревших городов итальянских. Нужно положить руку на сердце. И эти трициклы, конечно же, воевали против нас в Великую Отечественную войну. Но опять же, отдавая дань истории, нужно сказать, что они практически все погибли вместе с итальянским экспедиционным корпусом КСИР. И кроме этих трициклов, 240 тысяч буйных итальянских головушек сложили свою голову в степях Сталинграда. Uguale sorte